Друзья, всем привет! Почти 2 года назад я рассказывал о том, что мы подарили родителям вот такой вот робот-мойщик окон. А сегодня я вам хочу рассказать вообще про опыт эксплуатации данной штуки. Нужно ли его покупать, как он моет и как же правильно им вообще пользоваться. Поехали! Итак, мы живем в городе на 8 этаже. И я вам хочу сразу сказать, что такой вот робот-мойщик окон – это прям незаменимая штука для людей, кто боится высоты. Например, для таких, как я. Каждый раз моя окна, я реально боюсь из них вывалиться. Окна у нас в квартире еще старые, с деревянными рамами. Хорошие, ничего не продувает, все отлично, но центральные окна у нас идут глухими. То есть вот представляете, на 8 этаже человек, который боится высоты, должен чуть ли не по пояс вылезти там, с левого или с правого окна и помыть данное окно. И вот этот вот робот-мойщик окон в этом плане прям, максимально выручает. Действительно, не зря мы его подарили родителям и периодически сами им тоже пользуемся по весне и по осени. Сам по себе робот он небольшой. В комплекте идет сам робот, длиннющий провод, который питается от сети, страховочный трос, пульт, инструкция и куча насадочек, носочков. Их, по-моему, сразу в коробке идет порядка 10. И на самом деле это немного. В дальнейшем вы поймете почему. Чтобы помыть в трехкомнатной квартире окна, нужно гораздо больше носочков. Сами по себе вот эти носочки, они не просто тканые, они сделаны что-то наподобие микрофибры. Кстати, в стиральной машине стирать их нельзя. Лучше после того, как вы помыли окна, вот эти носочки стали грязными, их нужно мыть руками с мылом. Ну и, конечно же, лучше купить еще дополнительный комплект. Но покажу я вам все это на примере вот этой нашей балконной рамы. Окна не мылись с весны, сейчас осень, и окна откровенно очень грязные. Возможно, на видео этого будет не видно, но поверьте, они реально грязные. Так как это у нас солнечная сторона и видно достаточно плохо, давайте вылезем наружу и посмотрим с обратной стороны на окно, со стороны улицы. Как видите, оно все в пыли, в каплях от дождя и так далее. То есть, городская пыль как-никак. Хоть и 8 этаж, но окна достаточно грязные. Подготавливаем наш пылесос, подключаем его к питанию. Напомню, там внутри есть аккумулятор, но аккумулятор используется исключительно в экстренных случаях. Когда, допустим, пропало внешнее питание, сам пылесос питается от блока питания с длиннющим проводом. Мы его включаем, подставляем к окну, он сразу же присасывается. Также у него идет страховочный тросик, который желательно, конечно же, за что-нибудь зацепить. Я его зацепил за гладильную доску. Если что, улетит вместе с ней. И сам провод включаем в розетку. После этого все начинает работать. Также у этого робота есть дистанционный пульт управления. После того, как мы прилепили его к окну, нажимаем на кнопку на любую из программ, и он сначала у нас поползет в самый верх, а потом начнет ползать в бок и потиху сползать вниз, моя все окно. Вот, к примеру, я вам продемонстрирую одну из программ помойки окна. Робот доползает до самого верха, потом начинает ползать влево-вправо, постепенно спускаясь вниз. Тем самым двумя вот этими носочками он моет окно. Окно, кстати, должно быть обязательно с рамами. Если это будет безрамное остекление, то робот доползет до края, переползет через край и просто улетит в бездну. Потому что, когда он доползает до края, он упирается в раму, срабатывает программа, он начинает ползти в обратную сторону. Здесь на самом деле все на механике. Никаких ультразвуковых датчиков и так далее здесь нет. Вещица достаточно тупая. Но и дешевая. Есть, конечно, вещи дороже, там все по-умному, но в данной модели все достаточно просто. Еще такой момент. Каждое окно, конечно же, моется отдельно. И причем моется оно отдельно 3 разными носочками в 3 подхода. Дальше я объясню почему. Очень многие люди, покупая такой робот, сразу одевают на него носки, начинают сразу поливать обильно все это дело средством для мытья стекол. Он начинает все это дело не мыть, а размазывать по окну, на этом они заканчивают и потом пишут отзывы: «О, какая лажа, все в разводах». Потому что не читают инструкцию, все нужно делать правильно. Первая мойка у нас идет исключительно сухими носочками. Это даже не мойка, он просто
стирает, сгребает именно сухую пыль с окна. После того, как он пробежал окно, в данном случае все 4, то есть мы снимаем с окна, вешаем на следующее, снимаем, вешаем на следующее, мы видим, что носочки уже грязные. Все, значит, их надо менять. Первый цикл сухой мойки без средства закончен. Мы снимаем носочки и вешаем следующие. Повесив следующие носочки, мы уже берем средство для мытья окон и разбрызгиваем его таким вот образом. 6 точек по кругу на один носочек, 6 точек по кругу на другой носочек. И уже вот эти смоченные носки вторым циклом запускаем на мойку. После того, как мы помыли вторым циклом, мы опять же меняем носочки на чистые и сухие. При этом уже средство наносится по-другому. Мы берем на нижний носочек, опять же, наносим 6 точек, а на верхний только одну по центру. И тем самым после третьего этапа мойки на стекле у нас не останется никаких разводов. И надо делать только таким образом. Тогда окно будет чистое. Об этом, кстати, подробно написано в инструкции, но кто ее читает? Обычно включил и погнал. Но, как известно, наш русский человек любит читать инструкцию только после того, как у него что-то не получилось, или только после того, как что-то поломалось. Однако лучше изначально заглянуть в нее, там все подробно описано. Окна, конечно же, нужно мыть с двух сторон. И именно с наружной стороны, где было очень грязно, я прогоняю это в 3 этапа, сухой, влажный и против разводов, а уже внутри, где они чистые, только в 1 этап, фактически против разводов. После этого стекла будут чистые. Ну и вот конечный результат. Мы помыли балконную раму, и она, поверьте, стала реально прозрачной по сравнению с тем, что было. Теперь она идеально чистая, но не без нюансов. Как вы понимаете, у этого робота носочки, вот эти посадочные места, они круглые, а это говорит о том, что он не сможет залезть в углы. И у вас в каждом углу окна, по всем 4 углам, останутся вот такие вот грязные углы. Жаль, но это факт. Само окно он моет прям на ура, но углы помыть он не может, поэтому туда придется долазить руками. Ну или просто забить. Опять же, если вылезти с балкона и посмотреть снаружи, то вы можете увидеть результат налицо. Стекло идеально чистое, не осталось ни разводов, ни песка, ни капель, ничего. В целом, вещица очень классная и полезная. Ее можно включить и дальше заниматься своими делами, а он будет постепенно мыть окна, только переставляя и меняя носочки. Но есть и обратный эффект. Всю 3-комнатную квартиру тряпкой или газеткой я могу помыть за 2-3 часа. Этой же штукой реально уходит весь день. Но зато не страшно выпасть из окна. Да и руки со спиной потом не ломит. Очень актуальная тема для тех, у кого очень большие окна. Поэтому рекомендую. Ну, а на этом все. Кому было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание, а мы продолжаем. Всем пока!